торт крошка, крошка Штрейзель. Мука 250 грамм, сахар 100 грамм и масло сливочное 120 грамм. Какао сразу в тесто я не добавляю, потом расскажу почему. Масло сливочное холодное из холодильника нарезала на мелкие кубики, положила в муку и сейчас буду растирать в крошку. Сахар пока не добавляю. Добавляю сахар. Смотрите, какое получилось. Рассыпчатое тесто. Такое тесто можно выпекать в духовке на противне минут 10-15 до золотистого цвета при температуре 180-200 градусов. Но я буду выпекать на сковородке. Сковородку нагрела. Стоит она у меня на среднем нагреве. И крошку отправляю в сковородку. Буду обжаривать сразу всю крошку. Крошка стала золотистой, она уже почти готова. И на этом этапе я буду добавлять какао. Я хочу, чтобы у меня крошка Штрейзель была шоколадная. Почему я делаю на этом этапе? Потому что я уже вижу, что крошка готова, что она стала золотистой. Если добавите сразу какао, то вы просто не увидите цвет крошки. Вот я добавляю столовую ложку какао. Думаю, мне будет пока хватит. И все это тщательно перемешиваю. Очень вкусно пахнет крошка. Шоколадная крошка готова. Теперь я ее снимаю с плиты. Ее нужно будет охладить до комнатной температуры. Пока остывает крошка, делаю заварной крем. Заварной крем у меня будет на молоке. 2 яйца, щепотка соли, сахар 150 грамм, ванилин, крахмал 2 столовые ложки. И я добавлю агар. И молоко 500 миллилитров. Постоянно помешивая, довожу крем до кипения. И вот уже крем начинает закипать. Закипел. Я выключаю нагрев. Но продолжаю крем помешивать, потому что крем еще варится. Смотрите, какой густой получился. Снимаю крем с плиты. Накрыла крем пищевой пленочкой в контакт. Обязательно это делайте, чтобы не образовалась корочка. И поставила миску с холодной водой, чтобы он быстрее остыл. Масло сливочное 100 грамм. Я его заранее нарезала. Оно уже комнатной температуры. Заварная часть крема остыла. Тоже стала комнатной температуры. Начинаю взбивать масло. Взбиваю его до бела. Затем постепенно добавляю заварную часть.
426 грамм крошки. Сейчас разделю на 2 равные части. Я растопила сливочное масло 40 граммов и добавлю в половину крошки. Взяла кольцо от разъемной формы, дно убрала, бока застелила пищевой пленкой и кружку со сливочным маслом отправляю на дно. Это будет у меня корж основания. Утрамбовала нижний слой и теперь крем весь отправляю сразу. Смотрите, какой нежной текстуры крем. Выкладываю крем аккуратно горкой в середине. И теперь вторая половина крошки. Торт готов и отправляется в холодильник на час. Стоял в холодильнике, застыл, стабилизировался. Я снимаю форму.